Друзья, всем привет! Сегодня мы в гостях у Михаила. Миша, привет! И тебе того же. С Михаилом мы познакомились на прошлом фестивале Абуна Фест в прошлом году, и тогда он путешествовал с семьей с прицепом, как он назывался? Сентрекер. Сентрекер. В этом году у Михаила новый проект, огромный автодом. Миш, расскажи, пожалуйста, давай, наверное, начнем с базы. Это что? Это Sadco Next. Это машина, которая, наверное, пришла на смену Шишиге. Шишиге. Да. Или Газвалдаю. Шишиге. Шишиге. Полноприводный. Полноприводный. Грузовик. Грузовик большого размера. Вот капот почти по меня. Колесо мне по пояс. Вот. Скажи, пожалуйста, какая грузоподъемность у автомобиля? На что он вообще способен? Ну, на что он способен, станет понятно немножко позже. Вот, когда мы побежим за трактором. Но пока он способен ездить. Ездить довольно прилично. 90 км в час идет довольно хорошо. При этом какой расход топлива? 23 литра. 23 литра. На бездорожье, наверное, будет 30. На бездорожье 30. Поскольку баков на 300 литров, то, в принципе, можно уехать далеко. Угу. Наверное. Я тебя понял. Пустишь за руль посмотреть, что там и как? Более того, даже позволю нажимать на педали. Пойдем. В такую высокую машину, конечно, не так легко залезть. У Михаила в том году был Toyota Land Cruiser Prado. В этом году машина еще выше. Опа! Отечественный автопром продолжает удивлять нас, поставляя новые модели. Достаточно интересно. Классическая, в принципе, компоновка. Очень удобно, что машина капотная, в отличие от того же Валдая, который до этого был, когда не очень понимаешь, где там у тебя габариты. Так, что по салону? По салону, в общем, все осталось достаточно штатное. Исключительно сделана полная шумоизоляция, причем глобальная. Всего, чего только можно. И добавлено немножко электроника, переключателей люстры, рация, свет дополнительный. Противотуманные фары, я так понимаю, Противотуманные фары, они, в принципе, можно считать штатные. Балка на крыше, боковой свет. Скажи, пожалуйста, а вот это, я так понимаю, какие-то нештатные кнопки, за что они отвечают? Красная кнопка — это когда совсем труба. Труба в каком плане? По проходимости? Нет. Это когда можно соединить все аккумуляторы в машине чтобы завести в холодное время года. А сколько аккумуляторов всего? Штатно 2. Штатных, а дополнительных? Дополнительные в Кунге еще 2. Еще 2. И какая суммарная у них емкость? 400 ампер-час. Да, солидно. Так, а вторая рядом кнопочка? Это обогрев топливной системы для зимы. Угу. Чтобы при любой погоде машина у нас не замерзла и гарантированно поехала, правильно? Хотелось бы в это верить. Здесь удалено третье сиденье, поскольку ездим мы обычно вдвоем. С кем ты путешествуешь обычно? С супругой. С супругой, да? Угу. Сделана подсветочка, я смотрю. Это подсветка, к сожалению, исключительно для рации, потому что плохо читаемый индикатор. Угу. А вот у тебя, где зеркало должно быть, что за монитор висит? Это зеркало заднего вида, там просто установлена камера. Ага, камера заднего вида, да? Чтобы, по крайней мере, когда догоняют с мигалками, было понятно, что это именно нас. Так, а это, наверное, навигатор. Штатное головное устройство, да. Не штатное головное устройство, просто головное устройство. Да, вряд ли такое с завода было установлено. Точно с завода не было установлено. Сиденья не пневматические, нет? Водительское, пневматическое. Пневматическое, да? Ехать довольно комфортно. С настройками, регулировками? Да, делают у нас на севере. У вас на севере это где? В нашей стране на севере, его сформулируют так. Довольно неплохо, пока работает. Ты вообще доволен эргономикой? Не очень шумно в машине? В машине не шумно, совсем. Эргономика, как в отечественных автомобилях. На 4, может, на 4 с минусом. Это уже неплохо, это прогресс. Все, что касается эргономики, можно будет сказать, когда проеду там больше десятки. А сейчас сколько машин пока прошло? 5.
Ну вот как раз к вопросу про свет. Я смотрю, тут просто как елка, наверное, да? Светит хорошо. Так, на крыше получается фара, Светодиодная балка и боковой свет. боковой свет на кабине. И получается еще на самом жилом отсеке тоже у нас боковые подсветки, да? Боковые подсветки. А посередине, я так понимаю, это просто камера. камера наблюдения. Да, Только не говори, что у тебя полный периметр осматривается. полный периметр. 360 градусов по кругу. 360, ну, во все стороны. Здорово. Скажи, пожалуйста, а бак штатный или расширяли его? Баки не штатные, баки увеличенного объема. Какой объем? По 140 с каждой стороны. О, по 140. Это получается на какой объем хватает? Вот сколько вы можете проехать автономно? Ну, 1200 километров по трассе проехать можно. Так, с машиной все понятно. Давай тогда начнем осматривать жилой модуль. Давай начнем с навесных рундуков, ящиков. Вот прямо вот отсюда. Это что? Это багажное отделение. Сквозное, Сквозное. с доступом с двух сторон. 75 на 35. Влезает лодка с мотором. Угу. Дальше. Вот это вот перпендикулярная крышечка, что там? Выход газа на улицу. Газовый баллон установлен внутри Газовые жилого баллоны модуля. установлены внутри. Угу. Заливка воды. Угу. 2 бака по 100 литров. Ну, соответственно, туалет. Кассета туалета, ничего нового. Так, а тут вот что вот в этом маленьком? Заливка воды в туалет. Ага, понятно. Дальше еще один рундучок. Ну, это не рундучок, это просто там, где стоит аккумулятор и инвертор. Угу. Ну, это технический, значит, отсек. Ну, в общем, Инвертор на какую мощность? 3 киловатта. Вполне хватает, чтобы даже микроволновку запитать, да? Не пробовал, но может и хватит. Слушай, ну я был готов, что ты скажешь, микроволновка уже стоит. Нет, микроволновка у нас не стоит. Пока в проекте? Даже в проекте нет. Почему? Мне кажется, что жена приготовит лучше. С этой стороны запасное колесо, лебедка сзади. Ну правильно, внедорожная же версия Ну, автодома. Примерно на 9 тонн. Надеюсь, использоваться не будет никогда. Да, чего я тоже тебе желаю. Вот. Дальше рейлинги для перевозки лестницы. Лестницы для чего? Лестница на вход, лестница алюминиевая. А, те, которые вот это Да. служат для того, чтобы попасть в Да, жилой совершенно модуль. верно. Мгм. Ставится легко. Так, а на крыше солнечные панели какой емкости? На крыше солнечные панели 510 ватт. 510. Две панели стоят? 3 панели по 170. А, три Если панели. я правильно посчитал. Ну, 170 на 3, 300, да, 510. 510 ватт. Лестница на крышу. Ты залазил уже сам? А что там делать? Пусть лазят те, кто будут эти панели обслуживать. Да нет, конечно, залазил. Но зачем? Высоко, страшно. Ну, обозреть земли, красоты. Мгм. Там можно, мне кажется, при таком размере крыши даже шезлонги поставить и загорать. Нет, там нет места практически свободно. Все занято, да? Да. На всякий случай спрятали генератор. Вдруг чего? Ну, вдруг, если солнечные панели перестанут справляться. Но подожди, у тебя же, получается, все равно аккумуляторы внутренние в жилом отсеке заряжаются от автомобиля во время движения, да? Заряжаются от автомобиля во время движения. Заряжаются от солнечных панелей. Но ситуации бывают разные, да, и полагаться где-нибудь на севере на автомобиль лучше всегда с собой взять еще вот такого товарища, да? Пусть будет. Тем более для него специально сделали отсек. Угу. Он на сколько? Какая у него мощность? 2300. Так, здесь что за технические отсеки? Газ. Газ, подожди, ну с той же стороны И тоже с той- был газ? С той стороны тоже. Ага, на две стороны. Просто случайно оказалось 2 лючка. В комплекте? Нет, просто я случайно купил один и забыл, что купил. Склероз. Зато удобно, можно гриль ставить с любой, стороны, да, совершенно где тень, там и верно. гриль. Газовый бойлер трумовский на 10 литров. Вот здесь. Вот там. Угу, угу. Это его выход. Кстати, не работает, так что не все труба делает хорошо. Почему? А что случилось? Пока не знаю. Это наружный душ. Мгм. Ключ потерял. Так, а этот душ подогреваемый, там теплая вода? Да. Теплая вода. Так, я вот знаешь, что заметил? То есть, несмотря на то, что у тебя вот такая вот большая лестница, которую сзади возите, тут еще одна лесенка спрятана.
Но это штатная лестница от машины, мы ее не стали удалять, потому что на дороге иногда незачем ставить большую, достаточно залезть так. Мгм. Ну что, Миш, можно в гости? You're welcome. Так, на входе мы сразу попадаем в кухонную зону, да? Да. Похвались, что у тебя здесь к чему. Ничего того, что нет у других. Мойка и газовая плита. Нету у других в квартире, ты хотел сказать. Не знаю, уже, наверное, сомнительно. Скорее всего, есть у всех. Так, газовая плита. Внизу здесь под ней что? Холодильник? Холодильник и столик. Угу. Удобная дополнительная разделочная поверхность, да? Холодильник на сколько литров? По-моему, на 65. Большой холодильник. Кстати, Даже работает. Угу. Что, кстати? Ну, Дометик. Дометик должен работать. Я смотрю, у тебя вся фурнитура выполнена качественная, да? Для автодомов. Некоторые отзываются, что на бездорожье они разбалтываются кнопки. Не знаю, посмотрим. Все испробуем. Так, здесь ящички для посуды, да? Угу. Да. А вот это что за система? Это выход кондиционера. Кондиционер установлен под обтекателем над кабиной. То есть здесь даже своя климатическая система, правильно? Да. То есть не просто кондиционер, а поддержание климата. Правда, работает хреново. Тоже хреново. Слабо охлаждает, с моей точки зрения. Ну, а какой вот здесь метраж? Сколько площадь жилая? 2,20 на 3,5 на 2. И его не хватает, да, кондиционера? Ну, мне кажется, что слабоват. А получается, сам фургон, сэндвич 5 сантиметров. рядом с плитой, соответственно, расположена раковина, тоже с горячей и холодной водой, верно? Горячей, холодной водой. Очень удобно. А баки для серой воды? Бак для серой воды под днищем 50 литров. На 50 литров. Ну, вполне достаточно. Так, а над плитой даже вытяжка. Обычная кухонная вытяжка. Угу. Вот так вот она растягивается. Так, а это вот, смотрю, целый блок выключателей. Для чего их так много? Это выключатель света, Ага, а это просто розетка. ага. Удобно. К сожалению, место плохое, но иначе выход кондиционера было не сделать. Он выходит вот в этом месте. А, то есть тем самым еще и закрыли, да? Вы его так задекорировали. Да. А под этой крышкой еще что-то прячется? Так, Место для хлама. еще дополнительно. Ну, как для хлама. Получается такая небольшая подсобочка, да, чтобы здесь Стулья, сложить стол. стулья, столы. Гриль, опять же. Угу. А под самой столешкой? Под самой столешкой вот такое безобразие. Два баллона у тебя, да? 2 баллона. Каждый по сколько? По-моему, по 30. Ну, Ну что-то да, в этом. да, что-то там 30-32 большие. Так, развязка здесь. А скажи, а автодом оборудовали системой контроля от утечек газа? У меня денег не хватило, 800 рублей. Пришлось не ставить. Молодцы, все продумано. Ну, на всякий случай. Береженого Бог бережет, как говорится. Не бережем, боконовой стережет. Так, тут у нас окна. Очень удобно, кстати, вот такие окна, которые расположены прямо на кухонной зоне. Получается, ты можешь готовить, ну и вот как вот мечта любой американской домохозяйки, да, чтобы было окно и можно было наблюдать, как дети играются рядом на лужайке. Честно говоря, не знаю, о чем мечтают американские домохозяйки, просто так получилось. Со стороны входа ящичек, да? Вешать грязное барахло, а именно куртки. Ну, то есть верхнюю одежду зимой, в осень, да, когда зашел сразу. Ну, как дома, то есть прихожка вешается, так и здесь. Здесь для головных уборов, но самое интересное, Миша, это у тебя над головой, это какой-то просто Самое интересное. космический пульт. Самое интересное, это ящик для обуви. А все остальное уже так себе. Ага, ничего себе. И на него можно же присесть, да? Можно присесть. То есть он выдерживает вес. Выдерживает. Классно. Расскажи про этот пульт, что здесь у нас? На самом деле ничем от обычного автодома не отличается. Контроллер Солнечных панелей. Включение насоса воды, уровень воды, газовый бойлер, Угу. обогрев редуктора газового, температура наружная, часы, теплый пол.
Здесь еще и теплый пол. Да, обычный электрический. Чтобы босиком было приятно вставать. Сажает аккумулятор безумно. Но зато как все продумано у человека. Так, а это что? Ну, это USB-розеточки, Да, понятно. это планар. Дизельный или бензиновый? Дизельный. Дизельный. В этот раз дизельный. Выключатель 12 вольт. Отдельно выключатель холодильника. То есть можно выключить все питание, кроме холодильника. Включение инвертора 220 вольт. Который мы внешне видели. Да, собственно. Все. Сразу за кухонной зоной начинается санузел, да? Да. Можно заглянуть? Конечно, когда ребенок плохо себя ведет, мы его там запираем. У вас есть маленький ребенок? Нету. Но если был бы, запирали. Уже большой, но если был бы, запирали. Так, интересно. Собственно, он пока немножко не доделан. Поворотный туалет. Да, ничего нового, все обычно. Все стандартно. И сама душевая лейка, да? Да. В задней части у нас спальная зона получается, да? Тут что, тоже шкафчики для одежды? Можно заглянуть? Да, конечно. Шкафчики для одежды. Ну. Внизу ящик. То есть ничего. Ну, самое главное, да, много отсеков, куда можно что-то положить. И даже над спальной зоной, над кроватью тоже еще ящички для хранения. Надо понимать, что их слишком много, они все пустые. Даже не нашли, чем их загрузить? Нет, у нас нет столько вещей. Ну, я думаю, Еще что есть- минимализм это еще на самом деле еще есть неплохо. ящики вот здесь, на самом деле. Но их лучше смотреть уже отсюда. Прикроватные, да? Но я надеюсь, что там как раз очень хорошо встанут бутылки с вином. Запасливый ты человек. Ну, их просто там удобно ловить. Они не И разобьются. удобно сразу доставать, да? Ну да, все под рукой. Миш, какие размеры спального места? 2 на 1,40 м. Одному спать очень комфортно. А вдвоем? Тоже комфортно, но лучше одному. Так спокойней. Да, интересная концепция. Но ты же человек женатый, как ты сказал. Поэтому приходится вдвоем. Так, и самое, наверное, интересное, тут понятно, что у нас люк идет, это все стандартно. Он приточно-вытяжной, без вентилятора? Без вентилятора. А просто без вентилятора. И здесь, друзья, посмотрите, здесь вот та самая... Это телевизор, на самом деле. Обычный телевизор, на котором можно телепрограммы посмотреть. В том числе телепрограммы. Но самая интересная телепрограмма — это 360 градусов обзор. Тут вот даже наш шатер попал, машина наша. То есть полная система безопасности. Ты в любой момент можешь ночью проснуться и посмотреть, что происходит вокруг, не выходя. Ай, супруга не знает, что это телевизор. Она считает, что это монитор. Телевизор — это зло. Мы его дома не смотрим, мне было запрещено его здесь ставить. Ну а если она увидит это видео? Ну что делать, значит судьба такая. Расскажи, пожалуйста, а почему, как тебе родилась идея построить вот такую вот систему безопасности по периметру? С чем это связано? Не знаю. Просто захотелось. Получилось. Ну, ты в основном ездишь по городам или по дикой Нет, местности? по городам мы мало ездим. В основном Ну, какие мы- направления? В основном север. Ну, то есть там, где могут именно дикие животные прийти. Да, у нас была попытка съездить в Крым. Всем понравилось, но я считаю, для меня это первое и последнее. Мне там не понравилось. Для тебя больше север, да, по душе? Да. Чем меньше людей, тем спокойнее. Миш, скажи, пожалуйста, сколько по времени заняло строительство этого автодома? Начиная с конца октября, считаем так. Октябрь, ноябрь, декабрь. 3. Три Сейчас месяца. июнь, еще 5. Ну, 8, наверное. 8 месяцев суммарно. Ну нет, надо понимать, что грузовик был куплен в октябре. Дальше он долго стоял. Потом мы долго его перевозили из Нижнего Новгорода. Потом долго делали кунг. И месяца 4 собиралась внутренняя начинка. Собиралась компанией «Карбуз» в Санкт-Петербурге. Делают хорошо, но с моей точки зрения медленно. Могли бы сделать и за неделю, если бы старались. Ну, не знаю, как насчет недели. Шучу, сарказм. Вот, делают аккуратно.
Ну, видно практически. Я вот, если бы ты не сказал, что это собрано под заказ, такое ощущение, что это какое-то, ну, заводское качество. То есть все зазоры подогнаны, все ящички подогнаны, все, скажем так, нету никаких лишних вещей, и при этом полностью продумана вся внутренняя эргономика. Внутреннюю продумывал сам. Это твое творчество, да? Они делали потому, что хотелось. Да сделали аккуратно, доволен. Молодцы. Пока. Пока еще не проехал первые 10 ключевое тысяч. слово «пока». А дальше видно будет, если может не развалится. По финансам можно задать вопрос? Можно задать вопрос. Сколько обошелся грузовик для начала? В октябре завод его продавал примерно миллиона за 3. Кунг где-то около 700, наверное. Сам внешне? Сам, да, сам Кунг. Но это там с моими хотелками. То есть, наверное, он все-таки чуть дешевле получится. Сколько стоит это сейчас, одному богу известно. Ну да, не будем отталкиваться. А если посчитать вместе со всей начинкой, вот, то есть грузовик 3 миллиона, да, сколько вот полная стоимость всего вместе? Сейчас. Ну, я думаю, что не превысит 5,5. 5,5 миллионов, да? Это с тем, что все, что там туда нужно было куплено достаточно давно, до подорожания, не торопясь. Еще по старому курсу, да? Еще по старому курсу. Ну, то есть итого 2,5 миллиона для того, чтобы переоборудовать полноприводный грузовик Садко и сделать из него... Может, чуть больше. Я, на самом деле, целенаправленно не считал. Счастливый человек, да? Нет, я просто не хотел расстраиваться. Вот. Ну, да. Ну, ты доволен, как получилось? Наверное, да. Вот если бы уже сейчас вот ты начал эксплуатировать, тебя бы ставил вопрос постройки другого автодома, ты сделал бы все точно так же или что-то изменил? Я бы уменьшил высоту Кунга на 10 сантиметров. Внешнюю, да? Да. Почему? Ну, мне кажется, было бы получше. С точки зрения аэродинамики? Нет, с точки зрения веток в лесу. Просто чтобы проходимость. Мы съездили в лес, приходилось периодически выгонять супругу, чтобы она отгибала ветки. Но это пока. Как только мы его чуть-чуть оботрем, мы на это внимание обращать не будем. Миш, скажи, а вы уже запланировали куда-то, первую серьезную экспедицию? Ну, что называть серьезной экспедицией? Уехать подальше от людей – это уже серьезная экспедиция. Я помню, ты в прошлом году, когда мы обзор Сентрекера снимали, Миша сказал, что любит отдыхать так, чтобы в радиусе 50 километров не было ни одной живой души. Вот, к сожалению, сейчас, я думаю, таких мест не так много. Вернее, много, но они далеко. Вот, и не надо принимать мои слова так буквально. Ну, слушай, в любой шутке есть доля шутки. Хорошо, если жена рядом, это живой человек? Да. Близко 50 километров. Ну вот, собственно. Не знаю, может быть, в этом году поедем опять на Кольский, но это наша последняя поездка. Все, мы туда уже достаточно много ездили, и надо что-то другое. Может быть, Архангельская область. Но все равно север, да? Север, да. Ну, тебе и удобно, вы же в Питере живете. Да. Да, чем далеко В куда-то прошлом ехать. году была поездка в Крым. Всем понравилось, но для меня это, наверное, была первая и последняя. А где вы стояли? А мы объехали Весь? побережье, да. Ну, не весь, сколько получилось. За сколько времени? Не знаю, наверное, дней 12 ездили. Ну, то есть вот, живое подтверждение того, что с каплей можно путешествовать спокойно и объехать в одну поездку за 12 дней практически весь Крым. Можно, но делать там нечего. Места красивые, море замечательное, но это, пожалуй, все. Ну, для тех, кто не любит теплое море, да, всегда есть северные моря. В Баренцевом море мы купались, и ничего. В каком месяце? Летом, в августе, В августе? да. Ну вот Бодрит. надеемся, что мы тоже в этом году попадем на берег Баренцева моря. Рекомендую сначала потрогать воду ногой. Да, даже не рукой, да. Ну да. Понятно. Ну, собственно, вот. Понятно. А дальше как получится. Миш, спасибо тебе большое за такой обзор. Заходите. Я очень честно рад, что вы так серьезно продвинулись дальше. На самом деле, такая техника, мало того, что это еще и дорого, это еще и много очень энергии, сил и творчества во все это вкладывается. Спасибо. Это интересно. И интересно. Пока. Спасибо.